Всем привет и добро пожаловать в мой компьютер. Сегодня я расскажу про обновления в программе для дизайнеров Canva, которые помогут вам экономить время, а также улучшить ваши навыки. Смотрите видео внимательно и до конца. По традиции в конце ролика вас ждет бонус. Для того, кто не знает, программу Canva не нужно устанавливать на компьютер, вся работа происходит в браузере. Ссылка в описании. Вы можете создать аккаунт абсолютно бесплатно при помощи аккаунта Google, Facebook или просто зарегистрироваться с адресом своей электронной почты. Подпишитесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить полезное для вас видео. Ставьте лайк. Вам не сложно, а нам полезно и приятно. Для вашего удобства в описании к видео добавлен тайм-код. Итак, поехали. Первая функция, которая, я уверен, понравится многим из вас, а особенно тем, кто имеет проблемы со зрением, это темная тема. Жмем на шестеренку в правом верхнем углу и в разделе «Учетная запись» прокручиваем вниз. Видим тема и меняем ее на темную. Кроме того, левее есть окошко «Синхронизация с системой». Если операционная система вашего компьютера имеет возможность и настроена на изменения в зависимости от времени суток, то при активации этой функции Canva также будет сменять светлую тему на темную по часам. Посмотрим, как сейчас выглядит интерфейс программы. Мне комфортнее читать черный текст на белом фоне, поэтому переключу обратно. Следующая функция называется «Быстрое создание дизайнов». Она находится здесь, в разделе «Соцсети». Если нам необходимо создать сразу несколько обложек для разных соцсетей в одном стиле и на одну и ту же тему, идем сюда и видим, что мы можем создать до 8 дизайнов одновременно для любых приложений соцсетей. Жмем «Начать работу» и видим 8 вариантов для выбора. Давайте поставим галочки на публикации в Instagram, ваша история, публикация в Facebook, фон для Facebook, ну и, допустим, публикация в Твиттере. Жмем слева «Продолжить» или выбираем второй пункт «Текст». Печатаем заголовок нашей публикации. И если хотим, подзаголовок. Нажимаем «Продолжить» и попадаем в изображение и логотип. Мы можем загрузить изображение. Форматы указаны. Или выбрать из уже загруженных нами ранее. У меня был загружен логотип программы Canva. Сейчас я его найду. Вот он. Добавляем. Продолжить. Картинка добавилась ко всем шаблонам сразу. Теперь в разделе «Шаблоны» видим подкатегории органические, геометрические, изысканные и тому подобное. Кликая по категориям, мы перемещаемся по вариантам шаблонов. Я не стремлюсь сейчас создать шедевр, а просто хочу показать вам, как это работает. Выберем «Современное» и жмем «Продолжить». Попадаем в раздел «Стили». Кнопка с короной «Создайте свой стиль» активна при использовании Canva Pro. Если мы хотим добавить свой логотип или цветовую палитру своего бренда, необходимо перейти на Canva Pro. При переходе по партнерской ссылке в описании к этому видео вы можете получить бесплатный пробный период Canva Pro на 30 дней и открыть доступ ко всем функциям и ресурсам программы. Регистрируйтесь абсолютно бесплатно. Идем дальше. Кликая по палитрам и перемешивая цвета, мы одним кликом меняем наш дизайн. Я остановлюсь на этой цветовой гамме и жму «Готово». Теперь я могу либо сразу скачать мои дизайны, или посмотреть их. Кликаю, и вот они все в едином стиле для разных соцсетей. Что очень удобно, так как размеры все разные, но нам не нужно об этом даже задумываться. Вернувшись назад, можно внести корректировку сразу во все шаблоны. Возьмем теперь этот шаблон, поиграем с палитрой. Теперь скачаем. Все дизайны выгружены. В нашей коллекции мы видим измененный дизайн. Зайдя в любой из них, мы можем исправить, как нам нужно.
Двигаемся дальше. Следующее обновление, которое мне нравится, это фон текста. Кликаем на текст, выбираем эффекты и в разделе «Стиль» находим фон. Жмем. К тексту добавился фон. Опускаемся чуть ниже и видим настройки. Можем менять цвет, округлость, распространение и прозрачность. Можем сгибать. Поиграем с настройками и выберем, что нас устроит. Продолжаем. Следующая функция называется «Волшебство». При редакции шаблона жмем слэш и видим выпадающее окно, в котором можно выбрать и добавить часто используемые и полезные элементы дизайна. Рядом с некоторыми из них мы видим также буквы, горячие клавиши для быстрого добавления. На нашем канале есть видео про горячие клавиши. В графе поиска наберите Canva для сортировки. Итак, давайте перейдем в раздел «Смайлы». Здесь мы можем найти нужный нам смайлик, прокручивая или написав название в графе поиска. Напишем «Cool» по-английски. Нам выпало два варианта. Если кликнуть, элемент будет добавлен к дизайну. Можно быстро добавлять таблицы, логотипы, сетки, линии, геометрические фигуры, текст и так далее. Добавим сердце. Изменим положение, цвет, прозрачность, добавим анимацию. Пятое, о чем я хотел рассказать, это редакция фотографий. После моего последнего обзора Canva добавила в этот раздел очень много различных креативных функций. Кликнув на фото, мы можем найти их в разделе «Редактировать». Например, эффект картины, очень похожий на мобильное приложение Prisma. Плохой телевизор, смешение цветов. Психоделические фильтры. Но я хотел остановиться на функциях улучшения фото, которые пока добавлены в бета-версии. Это первое, ретушь лица. Выберем, приблизим портрет. Применена автоматическая ретушь. Можно менять интенсивность эффекта, посмотреть до и после. Можно выбрать эффект гладкая кожа, отбеливание зубов или удалить эффект красных глаз от вспышки. Еще одна функция, на которой я хотел остановиться, это автоматическое улучшение фото. В принципе, программа, не являясь фоторедактором, неплохо справилась с легкой коррекцией фотографии. И, наконец, обещанный бонус. Вот, к примеру, в нашем дизайне есть элемент розовый круг, и мы хотим изменить его цвет. Кликаем сюда и попадаем в меню цветов. Кликаем на плюс, чтобы добавить свой цвет, и видим пипетку выбора цвета. Теперь мы можем добавить любой цвет в нашем дизайне, не зная его кода. А также любой цвет на нашем компьютере, даже за пределами интерфейса программы. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, здесь ничего лишнего. Спасибо за просмотр.